Привет, друзья! Спасибо, что заглянули ко мне в гости. И в сегодняшнем видео я покажу вам 3 способа приготовления тыквы. Тыква – овощ не только полезный, но и весьма универсальный. И сегодня я вам предлагаю 2 способа более полезных – испеченной тыквы в духовке, и 1 способ менее полезный – жареной тыквы, но очень вкусный. А вы выберите, какой вам больше по душе. Смотрите, какая у меня сегодня интересная тыква. Тонкая и длиной где-то в 1 метр. Я первый раз вижу такой сорт. И я ее уже нарезала на несколько частей, а теперь очищу от кожуры. Очень удобно очищать тыкву овощечисткой. Затем нарезаю на дольки примерно в 5 мм. Все зависит от вашего вкуса. Если хотите более хрустящую, нарезайте как я. А если любите снаружи хрустящую, а внутри мягкую, нарезайте немного потолще. Примерно так. А сейчас на стол стелю пергаментную бумагу и выкладываю всю нарезанную тыкву. Затем присаливаю. Затем добавляю вот такой микс разных перцев. И поливаю растительным маслом. И смазываю силиконовой кисточкой, хорошо распределяя специи и масло по всей поверхности. Специи можете добавлять любые, какие вам больше нравятся. Переворачиваю на другую сторону и смазываю растительным маслом. Если вы тыкву нарезали потолще, то посолите и поперчите и с обратной стороны. Дальше беру форму для выпекания, стелю пергаментную бумагу и смазываю растительным маслом. В тарелочку насыпаю немного муки и обволакиваю в ней тыкву. И выкладываю в форму для выпекания. Приготовили, а теперь поливаю немного растительным маслом и можно отправлять в духовку. Духовку предварительно разогреваю на 220 градусов и выпекаю, пока не подрумянится. И вот такая вкусная запеченная тыква у нас получилась. Это очень простое в приготовлении блюдо. Подавайте в горячем виде, пока она еще хрустящая. Ну а мы приступим к следующему рецепту. Очищаю тыкву и нарезаю на дольки примерно в 5 мм, как и в первом варианте. Затем солю и можете присыпать специями на ваш вкус. Дальше в салатник разбиваю пару яиц и немного их взбиваю вилочкой. А в другой салатник насыпаю немного муки. Затем в сковороду наливаю немного растительного масла. И пока масло нагревается, на блюдо стелю бумажное полотенце, чтобы впитывалось лишнее масло. И обволакиваю кусочки тыквы сначала в муке, затем в яйце. И жарю на среднем огне с обоих сторон до румяной корочки.
Переворачиваю на другую сторону. Видите, какие румяные, хрустящие? И вот такая аппетитная жареная тыква у нас получилась. Может, это и не так полезно, но очень вкусно. Иногда для разнообразия можно и приготовить. А мы перейдем к следующему рецепту. Тыкву я уже почистила и нарезаю шириной примерно в 1 сантиметр. Примерно так. Затем солю. Добавляю микс разных перцев. И поливаю растительным маслом. И смазываю силиконовой кисточкой. И то же самое проделываю с обратной стороны. В форму для выпекания стелю пергаментную бумагу и смазываю растительным маслом. Этот рецепт очень похож на первый, но обволакивать тыкву мы будем в панировочных сухарях. Приготовили, а теперь польем немного растительным маслом и отправим в духовку, также на 220 градусов. И вот такая аппетитная запеченная тыква у нас получилась. Хрустящая снаружи и мягкая внутри. Рецепты совсем простые, и я думаю, любители тыквы их обязательно оценят. Рада была поделиться с вами этими рецептами, а вам спасибо, что провели это время со мной. Подписывайтесь, и мы обязательно встретимся в следующих видео. И не забудьте поставить пальчики вверх. Ну и на этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи!